Из 7 величайших сооружений древнего мира до наших дней дожило только одно. 6 остальных исчезли так, будто кто-то методично стирал их с лица земли одно за другим на протяжении 2000 лет. Пирамида Хеопса стоит в Гизе уже 45 веков, а все, что окружало ее в списке чудес, превратилось в пыль, обломки и легенды. Нас учили, что это просто время, землетрясения, пожары, естественный износ камня и металла. Но если разложить хронологию гибели каждого чуда по отдельности, вы увидите кое-что странное. Каждое из них было уничтожено не слепой стихией, а конкретным человеческим решением, которое в тот момент казалось кому-то правильным. Сам список 7 чудес сложился не сразу и менялся на протяжении столетий. Первые упоминания появляются у Геродота в V веке до нашей эры, но окончательный канон сформировал поэт Антипатр Сидонский примерно за 100 лет до нашей эры. Число 7 не было случайным. Греки считали его священным числом бога Аполлона. А сами списки были своего рода путеводителями для образованных путешественников античного мира. Ирония в том, что к моменту, когда список окончательно утвердился, некоторые из его пунктов уже лежали в руинах. Начнем с самого недолговечного чуда, с памятника, который стал символом хрупкости славы. Колосс Родосский простоял всего около 56 лет, самый короткий срок жизни из всех 7. Это была бронзовая статуя бога солнца Гелиоса высотой около 36 метров, возведенная на греческом острове Родос. Повод для строительства был конкретным. Жители Родоса выдержали осаду 40-тысячной армии Диметрия Полиаркета в 305 году до нашей эры. Когда Диметрий отступил, он бросил на берегу свои гигантские осадные машины, и родосцы продали их, чтобы на вырученные деньги возвести благодарственный монумент богу солнца. Скульптор Харос из Линда, ученик знаменитого Лисипа, работал над статуей 12 лет. Он придумал метод, который инженеры используют до сих пор. Вокруг растущей статуи насыпали земляной холм, и рабочие поднимались по нему, наращивая конструкцию ярус за ярусом. Когда работу закончили, холм срыли, и жители Родоса впервые увидели своего бога целиком. На статую ушло около 13 тонн бронзы и почти 8 тонн железа для внутреннего каркаса. Существует легенда, что горожане потребовали удвоить высоту статуи, не понимая простого закона геометрии. При удвоении высоты объем материала увеличивается в 8 раз, и Харос допустил фатальную ошибку в расчетах стоимости. Харос влез в чудовищные долги и по некоторым источникам покончил с собой, так и не увидев завершения работы. Задумайтесь, каково это – создать нечто настолько грандиозное, что оно убивает своего создателя еще до открытия. В 226 году до нашей эры на Родос обрушилось землетрясение. Колосс переломился в коленях и рухнул на городские кварталы, завалив жилые дома. Сам факт, что статуя упала на застройку, а не в море, многое говорит о ее расположении. Популярные гравюры изображают колосса стоящим над входом в гавань с широко расставленными ногами, между которых проплывают корабли. Но это красивый миф, родившийся лишь в XVI веке. В реальности статуя стояла в глубине города, скорее всего, на холме или на центральной площади. Египетский царь Птолемей III немедленно предложил оплатить восстановление, но жители Родоса обратились к Дельфийскому оракулу. Прорицатель ответил, что сам Гелиос не желает воскрешения своего изваяния, иначе он бы не допустил падения. Родосцы испугались гнева бога и оставили обломки лежать там, где они упали. А обломки эти пролежали на земле больше 800 лет, став, по иронии, одной из главных достопримечательностей античного мира. Плиний Старший, побывавший на Родосе спустя век после падения, писал, что мало кто из посетителей мог обхватить руками большой палец лежащей статуи. Если вам нравятся подобные расследования о забытых чудесах прошлого, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее погружение в историю. Финал Колосса наступил в 653 году нашей эры, когда арабы захватили Родос. Они раскололи бронзовые обломки на куски и продали купцу из Эдессы, который вывез металл караваном из 900 верблюдов. Бог Солнца, которому поклонялось целое островное государство, отправился на переплавку, и от него не осталось ни единого фрагмента. Скажите честно, из какой вы страны, и знали ли вы эту историю про караван из 900 верблюдов,
груженных телом мертвого бога. Теперь перенесемся на побережье Малой Азии, в город Эфес, где стоял храм, который уничтожил не бог и не время, а один человек ради одной безумной идеи. Храм Артемиды Эфесской строили почти 120 лет. Критский архитектор Херсифрон начал работу около 550 года до нашей эры, но не дожил до окончания стройки. Его дело продолжил сын Метаген, а завершали храм уже другие мастера. Готовое сооружение потрясало масштабом. Длина составляла около 130 метров, а крышу поддерживали 127 колонн высотой 18 метров каждая. Храм был не просто местом поклонения. Он служил банком, деловым центром и убежищем, где любой получал неприкосновенность. Даже персы, захватившие Эфес в 396 году до нашей эры, не посмели тронуть святилище. Считалось, что богиня лично стоит на его страже. Но 21 июля 356 года до нашей эры Артемида, видимо, куда-то отлучилась. Человек по имени Герострат вошел в храм ночью с вязанкой хвороста и поджег деревянную обшивку изнутри. Мраморные стены устояли, но все, что было внутри, включая статую Артемиды из черного дерева, золота и слоновой кости, обратилось в пепел. Наутро от величайшего храма Ионии остались черные от копоти колонны и тлеющие руины. Под пытками Герострат признался, что сделал это ради единственной цели, чтобы его имя запомнили потомки. Эфесцы вынесли ему смертный приговор и придумали наказание, которое считали страшнее смерти. Они постановили навечно предать его имя забвению, чтобы ни один историк, ни один поэт никогда не произносил его. Но историк Феопомп записал эту историю, и вот мы, спустя 2400 лет, помним имя поджигателя. А имена архитекторов, которые возводили храм 4 поколения подряд, не знает почти никто. Это самый успешный акт терроризма в истории, потому что террорист получил ровно то, чего хотел. Есть совпадение, которое поражает историков до сих пор. По преданию, храм сгорел в ту самую ночь, когда в Македонии родился Александр Великий. Древние авторы объясняли это тем, что Артемида, покровительница рожениц, присутствовала при появлении будущего завоевателя и отвлеклась от защиты собственного святилища. Эфесцы отстроили храм заново, еще великолепнее прежнего. Одним из тех, кто вложил деньги в восстановление, стал повзрослевший Александр Македонский, родившийся в ночь того самого пожара. Но и второй храм был обречен. В 262 году нашей эры его разграбили и сожгли готы. Сегодня от чуда света осталась единственная колонна, собранная археологами из обломков на болотистом поле рядом с турецким городом Сельчук. Статуя Зевса в Олимпии прожила дольше колосса, но ее конец оказался еще горше. Скульптор Фидий создал ее около 435 года до нашей эры, и это был его главный шедевр. 12-метровый Зевс восседал на троне из черного дерева, инкрустированного золотом, слоновой костью и драгоценными камнями. В правой руке он держал фигурку богини Победы Ники, в левой — скипетр, увенчанный священным орлом. Фидий был не только великим скульптором, но и блестящим инженером. Чтобы защитить хрупкую слоновую кость от олимпийской влажности, у подножия статуи был устроен бассейн из черного мрамора, наполненный оливковым маслом. Пары масла создавали нужный микроклимат, а темная маслянистая поверхность отражала скудный свет, падавший из дверного проема в полутемный зал. Лицо и обнаженный торс Зевса начинали светиться, будто бог излучал сияние изнутри. Входящие в храм люди видели не статую, а живое божество и падали на колени. Римский император Калигула, известный своим безумием и жаждой обладания, однажды приказал перевести статую в Рим. По легенде, когда рабочие попытались снять Зевса с пьедестала, статуя разразилась таким раскатом хохота, что леса обрушились, а люди разбежались в ужасе. Вскоре Калигулу убили его собственные претарианцы, и Зевс остался в Олимпии. Но настоящая гибель была связана не с тираном, а с верой. В 391 году римский император Феодосий I принял христианство и запретил все языческие культы. Олимпийские игры, проводившиеся каждые 4 года на протяжении 1000 лет, были отменены одним указом. Храм Зевса закрыли, а мародеры начали обдирать со статуи золото и драгоценные камни. То, что создавалось 10 лет трудом сотен мастеров, разбирали на сувениры случайные воры.
Кто-то из влиятельных людей распорядился вывести шедевр Фидия в Константинополь, во дворец Лавса. Там в 475 году вспыхнул грандиозный пожар. Деревянный каркас Зевса полыхнул, как сухой хворост, золото расплавилось, слоновая кость обратилась в пепел. От творения величайшего скульптора Греции осталось дно глиняного кувшина с процарапанной надписью, найденное в руинах мастерской: «Принадлежу Фидию». Верите ли вы, что все эти разрушения были неизбежной случайностью, или за каждым стоит конкретный человеческий выбор? Теперь поговорим о чуде, которое, возможно, вообще никогда не существовало. Висячие сады Семирамиды остаются единственным из 7 чудес света, не подтвержденным ни одной археологической находкой. Легенда рассказывает, что вавилонский царь Навуходоносор II, правивший в VI веке до нашей эры, построил их для своей жены Амитис. Она выросла в зеленых горах Мидии и тосковала по родине посреди выжженной Месопотамской равнины. Навуходоносор решил перенести родину жены к ней, вместо того, чтобы вести жену на родину. Сады представляли собой многоярусную террасную башню, где на каждом уровне росли деревья, пальмы и цветы. Между ярусами были проложены свинцовые пластины, не дававшие воде просачиваться вниз. Сложная система насосов подавала воду из Ефрата на самую вершину конструкции. Посреди пустыни это выглядело как зеленый водопад, падающий с неба на раскаленную землю. Вот только ни один вавилонский текст не упоминает этих садов. Навуходоносор оставил подробнейшие записи обо всех своих строительных проектах. Он перечислил стены, ворота, храмы и каналы, но о садах не написал ни слова. Первые описания появляются только у греческих авторов, писавших через столетия после предполагаемого строительства, и ни один из них не видел сады своими глазами. Британская исследовательница Стефани Далли выдвинула гипотезу, что сады существовали, но не в Вавилоне. Она считает, что их построил ассирийский царь Синахирип в Ниневии за 100 лет до Навуходоносора, а греки просто перепутали 2 великих месопотамских города. Если она права, то одно из 7 чудес света приписано не тому городу, не тому царю и не той эпохе. А если сады были выдумкой греческих литераторов, то человечество 2500 лет восхищается зданием, которого никогда не было. В любом случае, это единственное из 7 чудес, которое не нужно было уничтожать. Оно исчезло само, либо растворившись в песках Месопотамии, либо никогда не выходя за пределы чернил на папирусе. Получается, что из 7 чудес одно, возможно, никогда не рождалось, а 6 погибли от рук человеческих. Мавзолей в Галикарнасе оказался самым стойким из утраченных чудес. Его построили в 351 году до нашей эры как гробницу для корейского правителя Мавсола. Его жена и сестра Артемисия II задумала монумент еще при жизни мужа, и работа продолжилась даже после ее собственной смерти. Архитекторы Сатир и Пифей создали здание высотой около 45 метров, которое не было похоже ни на что существовавшее прежде. Оно объединяло 3 архитектурные традиции – греческий ионический ордер, египетскую ступенчатую пирамиду и ликийскую гробницу на высоком подиуме. 4 величайших скульптора того времени – Скопос, Бриоксид, Тимофей и Леохар – каждый отвечал за одну из 4 сторон здания. Они соревновались друг с другом, и результатом этого соревнования стало одно из самых совершенных зданий античного мира. На вершине стояла мраморная колесница, запряженная 4 коней, в которой Мавсол и Артемисия ехали в вечность. Само слово «мавзолей», которое мы произносим не задумываясь, пришло в мировые языки от имени этого человека. Мавзолей пережил Александра Македонского, римское завоевание и смену десятков правителей. Он простоял почти 17 веков, самый долгий срок среди утраченных чудес. Серия землетрясений в XII-XV веках повредила конструкцию, но окончательную точку поставили не стихия, а рыцари. Крестоносцы из ордена святого Иоанна, строившие крепость в портовом городе, разобрали руины мавзолея на строительный камень. Мраморные плиты с рельефами, изображавшими битву греков с амазонками, пошли в стены военных бастионов. Часть этих рельефов позже попала в Британский музей, где хранится и сегодня, за 1000 километров от того места, для которого их вырезали. Крепость Святого Петра в турецком Бодруме стоит до сих пор.
Туристы делают на ее фоне селфи, не подозревая, что ходят по перемолотым костям одного из 7 чудес света. Последним из погибших чудес стал Александрийский маяк на острове Фарос у побережья Египта. Его построили в III веке до нашей эры по приказу Птолемея II, и высота башни, по разным оценкам, составляла от 120 до 150 метров. Маяк состоял из 3 ярусов, квадратного основания, восьмиугольной средней части и цилиндрической башни наверху. На вершине горел огонь, и система бронзовых зеркал отражала его свет так, что моряки видели маяк за десятки километров от берега. По некоторым свидетельствам, с помощью этих же зеркал можно было поджигать вражеские корабли, хотя современные инженеры считают это преувеличением. Инженерное решение было настолько совершенным, что слово «фарос» стало означать «маяк» в романских языках, от испанского «фаро» до французского «фар». Маяк стоял рядом с Александрийской библиотекой, величайшим хранилищем знаний античного мира. Город, основанный Александром Македонским, на века стал интеллектуальной столицей человечества. Здесь Евклид писал свои начала, здесь Эратосфен вычислил окружность Земли, и маяк на острове Фарос был визитной карточкой этого города гениев. Он пережил смену эпох, от Птолемеев к Риму, от Рима к Византии, от Византии к арабскому халифату. Арабские путешественники IX века описывали маяк как действующее, хотя и поврежденное сооружение. Серия землетрясений на протяжении 4 столетий, с 956 по 1323 год, методично добивала конструкцию. Окончательно маяк рухнул в XIV веке, и его камни рассыпались по морскому дну. В 1480 году египетский султан Каид-бей построил на фундаменте маяка крепость, которая стоит на этом месте до сих пор. А в конце 90-х годов XX века французские подводные археологи обнаружили на дне Средиземного моря у берега Александрии гигантские каменные блоки и фрагменты колоссальных статуй. Среди обломков были найдены торсы фараонов, сфинксы и обломки колонн, покрытые морскими водорослями и ракушками. Это были останки фаросского маяка, 700 лет пролежавшие в соленой воде. Египетские власти объявили акваторию подводным музеем, и теперь дайверы могут спуститься на дно и потрогать руками осколки 7-го чуда света. Посмотрите на картину целиком, и вы увидите закономерность, от которой становится не по себе. 7 чудес света были разбросаны по всему Средиземноморью, от Египта до Греции, от Вавилона до побережья Турции. Их строили разные народы в разные эпохи из разных материалов, и все они, кроме одного, погибли. Колосс Родосский простоял 56 лет, потом 800 лет лежал, а потом его продали на металлолом, нагрузив 900 верблюдов. Храм Артемиды сожгли дважды, сначала честолюбивый маньяк, потом дикие племена готов. Статую Зевса ограбили собственные единоверцы, перевезли в чужой город и случайно сожгли. Висячие сады, скорее всего, никогда не существовали, кроме как воображения греческих писателей. Мавзолей простоял дольше всех, но его разобрали на строительные блоки рыцари, которые пришли освобождать Святую Землю. Маяк доедали землетрясения 400 лет подряд, пока он не стал фундаментом для чужой крепости. И только пирамида Хеопса, самая древняя из всех, построенная за 2500 лет до большинства других чудес, стоит на своем месте. Она потеряла ослепительно-белую облицовку из полированного известняка, которую разобрали около 1300 года для строительства каирских мечетей. Она потеряла позолоченный пирамидион на вершине и почти 9 метров высоты. Но она стоит, и в этом заключается загадка важнее всех остальных. 4000 лет она носила титул самого высокого сооружения на планете и уступила его только в XIV веке собору в Линкольне. Ни одно творение рук человеческих не удерживало рекорд так долго, и вряд ли какое-нибудь удержит. Почему самое древнее сооружение оказалось единственным, которое пережило все? Ответ, возможно, проще, чем кажется, и страшнее, чем хотелось бы. Пирамиду построили для мертвого, а остальные 6 чудес служили живым. Храмы, статуи, маяки и сады создавались для людей, для поклонения, для красоты, для навигации, для утешения тоскующей царицы. И людям же принадлежало право их уничтожить. Герострат поджег храм ради славы,
Христиане закрыли святилище Зевса ради веры. Крестоносцы разобрали мавзолей ради войны. Арабские торговцы продали колосса ради денег. Каждое из 6 разрушений было не катастрофой, а сделкой, в которой кто-то решил, что разрушить выгоднее, чем сохранить. Пирамида уцелела, потому что она была бесполезна для живых. Она слишком велика, чтобы разобрать за одну жизнь, слишком проста внутри, чтобы ограбить, слишком древна, чтобы кого-то оскорбить. В ней нет ни золота Зевса, ни бронзы Колосса, ни деревянных перекрытий, которые можно поджечь. Только 2 300 000 каменных блоков, уложенных один на другой с терпением, которое нам уже недоступно. Она обращена не к людям, а к вечности, и вечность ответила ей взаимностью. Мы строим небоскребы, мосты и стадионы, и каждый из них обслуживает чью-то сегодняшнюю потребность. Когда потребность исчезнет, исчезнет и здание, потому что кто-нибудь обязательно решит, что на этом месте нужно построить что-то другое. Напишите в комментариях, какое из современных сооружений, по-вашему, способно простоять 4500 лет. История 7 чудес света учит одному, и это не урок архитектуры и не урок инженерии. Все, что мы строим для себя, мы сами и уничтожаем, а переживает нас только то, в чем мы уже не нуждаемся.